Я прочту стих по теме нашего служения о страждущих по воле Божией. Было время атеистическое в нашей стране, в бывшем Советском Союзе. Здесь говорит поэт о тех событиях и новых гонениях, в которых мы с вами находимся. Да поможет нам Господь преодолевать силой Его и эти искушения, которые в наше время. Называется стихотворение «Колокол воспоминаний». В душе бьет колокол воспоминаний о всех гонимых, и блеснет слеза. Через огонь, кто шел путем страданий, и верным, кто остался до конца. Их тюрьмы и гонения не сломили, им тяжесть благодатная креста. Они свои страдания сносили за Слово Божие, за любовь Христа. Путь на Голгофу, где Христа распяли, политый кровью много лет назад, они на русских землях продолжали, неся в душе прощальный Божий взгляд. В снегах Сибири, в Казахстане знойном, по горным тропам и в глухих лесах перекликались грустно перезвоны, то наших братьев гнали в кандалах. Напрасно в ярости победоносцев рассвет топтал зарю, не погасить. День разгорался, ночь в единоборстве была бессильна победить. Простой народ и люди высшей знати передавали весть из уст в уста, что и на Русь пришел день благодати, и принимали с радостью Христа. И славили Его с благодарением, спешили с дерзновением служить, и никакие скорби и гонения их не смогли с Иисусом разлучить. Враг тактику сменил в своем гонении. Христа огонь, пытаясь угасить, соблазн, духовный сон, порок в служении, мы с Богом также сможем победить. Аминь.